Всем привет, дорогие друзья! Кто еще не кушал курицу по-царски, советую сделать по моему рецепту. Что нам для этого понадобится? Всего лишь одна курица и маленький набор ингредиентов. Сперва мы начнем с блинчиков. Для блинчиков нам понадобится 3 яичка. Раз. Два. И 3. А также щепотка соли, масло растительное, масло 45 грамм, 2 столовые ложки сахара, молока пока мы добавляем 150 грамм. Всю эту массу мы взобьем миксером. Добавляем 200 грамм муки. Взбиваем до однородной массы. Постепенно взбив муку с яйцами, добавляем молоко. Молока я добавил еще 650 грамм. Тщательно смазав сковородку растительным маслом, я делаю это обычной салфеткой. Прям натирая полностью всю поверхность сковородки и заливаю блинчик. Хорошо разогретой сковородки, которую я прокалил заранее, обжариваем с одной стороны блинчик около 40 секунд, переворачиваем и жарим еще секунд 15. Огонь держим чуть выше среднего, между максимальным и средним. С этого количества теста у меня получилось 12 блинчиков, но мне на курицу понадобится всего лишь 9. Ну что ж, приступим к начинке. Курочка у нас пока еще стоит, отдыхает. Нам нужен крупный кубик лука. Нарезаем его таким крупненьким. А потом приступим к грибочкам. На самом деле это очень вкусное блюдо не только на праздничный стол, но и на угощение вечером своим любимым и близким. Лучок мы отправляем жариться на сковородке и продолжаем резать грибочки. Грибочки мы нарежем вот таким ножкой, вот таким образом, кубиком. А грибочек пополам, шляпку. И вот такие кубики. Отправляем наш лучок на сковородку с маслом. Огонь практически максимальный. За это время, пока жарится лук, мы нарежем грибочки. На 2 килограмма курицы нам понадобится полкилограмма грибов и 1 большая луковица. Она примерно весит 200 грамм. Не забываем смотреть за нашим лучком, чтобы он не пригорел. Пожарив лучок, добавляем грибы. Грибы я отправил за 2 захода, полкилограмма. Пока грибы обжариваются, мы займемся курочкой. Лук мы обжарили 4 минуты. Ну что ж, курочку мы предварительно помыли. Нам понадобится удалить с нее полностью шкуру, не повредив ее. Это у меня уже было повреждено. Так, для начала, если у вас курица попалась вот таким жирочком, удаляем его. Отлично. Удалив его, мы приступаем к отделению шкуры от ее мяса. Всего лишь достаточно вот так вот пальцем проводить. Если у вас же не получается, вы можете это подрезать все ножиком.
Как кому удобно. Я показываю сугубо как нравится практически многим. Вытаскиваем кость. Нам нужно так вытащить, чтобы здесь можно было прорезать нашу пульку и бедро. Отлично. И удаляем полностью пульку. Ничего страшного, если у вас попадутся вот такие вот небольшие недочеты. Все это можно исправить, подправить. Далее мы, как и сверху, начинаем пальцем проводить по шкуре. То же самое проделаем со второй ножкой. И полностью отделяем . Так, самый важный момент это было начать. А здесь у нас уже финиш, уже все полегче. Наша задача просто снять эту пленочку, которая соединяет между мясом и шкурой нашей курочки. Все, подрезаем наше крылышко хрящевой части. Есть одно, сняли. Вуаля! Выпрямляем нашу курочку. И ее мы будем фаршировать блинчиками. Удалим ненужные части. Вот эту желтоватую. Ну что ж, шкурочка у нас готова для фаршировки. Осталось нарезать мясо. Возьмем, снимем все остальные части курицы. Сняли бедро. Осталось куриное филе. Удалим все ненужные кости, так как у нас это все будет перемалываться через мясорубку. Косточки нам не понадобятся, но я их не выбрасываю, ставлю для себя варить куриный бульончик. Пропускаем все мяско через мясорубку и затем отправляем его сразу же на сковородочку. И
еще 4 минуты обжаривания. После обжаривания грибов мы добавляем курицу. Курицу мы распределяем руками. А потом это тщательно перемешаем. Заправим солью, перцем и добавим сливки. Обжарив 10 минут на большом огне, так как курица выдала свой сок, мы добавляем соль и перец. После того, как мы добавили соль и перец, добавляем муку. Добавив 50 грамм муки, все это тщательно размешиваем и держим на готовности сливки. Я использую 12% сливки. Добавляем 250 грамм. Весь фарш отправляем остывать в небольшую мисочку. Оно должно остыть абсолютно полностью до комнатной температуры, так как мы будем добавлять несколько яиц в наш фарш. И чтобы оно не свернулось, мы добавляем его только в охлажденном состоянии. В остывший фарш добавляем одно яичко целое. Размешиваем его вручную. Прекрасно. Теперь весь этот фарш надо разделить на 9 блинчиков. Я выставил в той последовательности, чтобы нам было удобно и заворачивать блинчики, и понимать количество нашего фарша. Ну что ж, все получилось с первого раза. Блинчики заворачиваются достаточно легко. Подвернули, закрутили. Подвернули, закрутили. Подвернули, закрутили. В двух блинчиках я подвернул края для того, чтобы поставить там, где у нас ножки. Сейчас я, когда буду отправлять курочку, вы все увидите. Духовку предварительно ставим на 180 градусов. Запекаться курочка наша будет примерно около часа. Расправляем нашу шкуру. Определяем, где наши ножки. Вот они. Но перед тем, как отправлять, очень важный момент. Блинчики надо все окунуть в яйца. Мы берем одно яичко, добавляем молока, грамм 100. И все это размешиваем венчиком. Не солим, не перцем.
Отлично. Такая вот огромная курица у нас получилась. Крылышки сворачиваем. Здесь шкурку подворачиваем, чтобы она не мешала. А все остальное мы плотно прижимаем. Вы можете это сшить ниткой, я буду зашивать это шпажками. Цепляем вот эту часть за эту шпажку, для того, чтобы она максимально стягивала курочку нашу. Прекрасно. Всю остальную часть курицы мы пробиваем шпажками. Потому что, когда при запекании она вздуется и некуда воздуху будет выходить. А так она полностью сожмется и будет красивой овальной формы. Это обязательно все закрыть, иначе подгорят блинчики. Итак, запекаем курицу при температуре 180 градусов до часу. Тут самое важное, что пропеклись крылья. Если у вас пропекутся, в среднем они пропекаются около 40 минут. Вот такая замечательная курочка получилась у меня. Для начала ее нужно полностью остудить, для того, чтобы можно было ее украсить так, как нравится вам. Вот такая красавица по-царски получилась у меня. Я думаю, что если вы приготовите по моему рецепту, у вас получится даже лучше. Всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Жду ваших советов.